Всем привет! Сегодня мы с вами будем вязать змею, символ 25-го года. Вяжется она очень просто, а самое главное быстро. Я постаралась максимально подробно показать весь процесс вязания, поэтому у вас обязательно получится. Я использовала пряжу Alize Velluto, вот в таком горчичном оттенке. Ушло у меня примерно полмотка. И молочный оттенок. Ушло примерно 15 грамм. Эта пряжа очень хорошая, подойдет для новичков, она не сыпется, поэтому вам удобно будет с ней работать. Для нее буду использовать крючок 5 мм. Также нам понадобится иголка с большим ушком и маркер. А для самой змеи еще понадобятся глазки. У меня диаметром 9 мм, они безопасные. Их нужно будет закрепить, когда мы будем с вами провязывать морду. Саму змею мы будем немного наполнять, поэтому нам еще нужно будет синтепон. И длина игрушки составляет 68 сантиметров. Вы можете увеличить количество рядов и провязать по сантиметрам больше. Здесь разницы сильной вы не заметите. В этом ролике свяжем символ 25-го года, который можно подарить родным на праздник. Но не забывайте делать подарки себе и своей коже. Питательный крем Лес от компании Голодный Леший позаботится о вашей коже и сделает ее мягкой и увлажненной. Когда я впервые услышала это название, оно показалось мне таким необычным и даже немного загадочным. Но этот продукт действительно оправдывает свое название. Голодный Леший – это настоящий спаситель для тех, кто страдает от сухой кожи и трещин. Я использовала его всего пару недель и уже увидела потрясающий результат. Первое, что поразило меня – это его невероятный аромат. Представьте себе сочетание эвкалипта и пихты. Свежий, природный запах, который сразу переносит вас в лес. Текстура продукта тоже заслуживает особого внимания. Она такая нежная и приятная на ощупь, настоящее удовольствие. И самое главное – это натуральный состав. Вы можете быть уверены, что наносите на кожу только самое лучшее. А стильная металлическая баночка не только удобна в использовании, но и прекрасно смотрится на полке. Но и это еще не все. Сейчас на Wildberries действует скидка. Это отличная возможность попробовать этот замечательный продукт по выгодной цене. Ссылку на товар я оставила в описании. Ну что ж, давайте начнем вязать. Берем крючок 5 мм и пряжу основного цвета. Вязать мы начнем с кольца амигуруми. Для этого располагаем нить следующим образом. Дальше оборачиваем нить вокруг двух пальцев. Придерживаем вот это перекрестие. Берем крючок и заводим внутрь круга. Вытягиваем рабочую нить. Теперь вытаскиваем пальцы и перехватываем нить от клубка. Придерживая круг и все остальные нитки, набираем одну воздушную петлю. Для этого заводим крючок за рабочую нить. И вытягиваем. Теперь у нас внутри круга находится нить. Нам ее нужно вытянуть. Дальше мы будем вязать внутрь круга. Если у вас пряжа другая, то вяжите этот ряд очень свободно. Можно даже взять крючок 6 мм, допустим, если у вас есть. Иначе у вас не получится легко затянуть кольцо. Если у вас такая же пряжа, как у меня, она не сыпется, поэтому здесь затягивается все очень просто. Поэтому, если вы новичок, советую все-таки брать такую же пряжу. Ее можно распускать несколько раз, ей ничего не будет. Приступаем к первому ряду. Придерживая круг, начинаем вязать. Заводим крючок внутрь круга. И протягиваем рабочую нить. Вытягиваю. На крючке должно быть 2 петли. Мы сейчас вяжем столбики без накида. Их нам нужно будет провязать 6 штук. Теперь захватываем опять рабочую нить. И протягиваем через 2 петли на крючке. Первый столбик готов. И теперь повторяем. Заводим крючок внутрь круга. Придерживаю все нитки. Сам круг. Завожу крючок. Вытягиваю рабочую нить. Расслабленно. На крючке у нас должно получиться 2 петли. Первая, вторая.
Дальше подхватываю опять рабочую нить и протягиваю ее через эти 2 петли. Получается 2 столбика. Сверху формируется косичка. Вот у нас первый столбик и вот второй. Опять заводим крючок внутрь круга. Вытягиваем рабочую нить. На крючке 2 петли провязываем. Третий столбик провязали. Дальше четвертый. Четвертый столбик провязали. Пятый. Готов. И завершающий 6-й столбик. Должно получиться 6 столбиков без накида. Их можно пересчитать. Вот первый, второй, третий, четвертый, пятый и 6-й. Сверху образуются косички, и мы под них будем заводить крючок. Косичка состоит из 2 нитей. Теперь затягиваю круг и будем приступать ко второму ряду. Берем маркер и ставим на первый столбик. Вот он у нас. Здесь у нас последний и, соответственно, с другой стороны первый. Это маркер начала ряда. Нам нужно провязать в следующем ряду 6 столбиков без накида. Для этого находим первый. Косичка, как я вам говорила. Захватывая обе стенки, вытягиваем рабочую нить. На крючке опять 2 петли, и мы их провязываем. Дальше второй столбик. Следующую косичку находим. Тоже 2 петли. Вытягиваю рабочую нить и провязываю. Идем по кругу. Вязание может вот таким образом внутрь закручиваться, но там, где у нас стоит маркер, это лицевая сторона, поэтому мы наоборот выворачиваем. И вот здесь даже лучше наши косички виднеются. Нить от начала вязания должна получиться внутри игрушки, поэтому это изнаночная сторона. Вывернули. Дальше приступаем к третьему столбику и находим третью косичку. Мы провязываем за косички от столбиков предыдущего ряда. Завожу крючок за обе стенки. Вытягиваю рабочую нить и провязываю. Это уже третий столбик. Дальше четвертый за следующий столбик. Поворачиваю дальше. Пятый. И последний 6-й. В следующем ряду, в третьем, нам нужно провязать так. Мы провяжем 3 прибавки, после чего просто 3 столбика без накида. Прибавка — это когда в одно место провязывается сразу 2 столбика. Нам нужно найти столбик от предыдущего ряда и подхватить косичку сверху. 2 стенки. Провязать сюда столбик без накида. Поставлю маркер, это будет первый столбик ряда. И сюда же нужно провязать еще 1 столбик, то есть в это же отверстие. Мы провязали таким образом прибавку. Дальше вязание поворачиваю и находим следующий столбик, заводим крючок за обе стенки, провязываем опять прибавку, то есть первый столбик, сюда же второй. Опять вяжем прибавку. Заводим крючок за косичку от столбика предыдущего ряда и вяжем столбик без накида и сюда же еще 1 столбик без накида. 3 прибавки у нас готовы. Дальше нам нужно за следующие 3 столбика провязать по 1 столбику без накида. Нахожу следующий столбик и провязываю первый, за следующий второй и за следующий третий. Завершили ряд. Приступаем к следующему, к 4-му. Находим первый столбик от предыдущего ряда. Вот он у нас. У нас здесь маркер стоит. Подхватываем
2 стенки и провязываем столбик без накида. На него ставлю маркер. За следующий столбик нужно провязать прибавку. Находим, подхватываем обе стенки и вяжем первый, сюда же второй. За следующий опять только 1 столбик. То есть мы повторяем последовательность, нам ее нужно повторить 3 раза. Столбик, прибавка, столбик, прибавка, столбик, прибавка. Находим следующий столбик и вяжем сюда первый и сюда же второй. Дальше опять 1 столбик, а за следующий вяжем прибавку. То есть 2 столбика в одно место, первый, сюда же второй. В конце ряда довязываем 3 столбика по отдельности. Здесь прибавления не делаем. Первый, второй и третий. Формируется у нас таким образом мордочка. И самое сложное мы провязали. Теперь нам нужно провязать 2 ряда по 12 столбиков. То есть мы прибавления уже не делаем. Находим первый столбик ряда и провязываем. Ставлю маркер. Дальше до конца ряда по 1 столбику за столбики от предыдущего ряда. Их лучше всего считать. То есть по косичкам считаем, сколько у нас получается. В конце предыдущего ряда должно было получиться 12 столбиков. Нахожу второй столбик и начинаю вязать. Второй. Дальше третий. По каждому из столбиков. Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой. Восьмой. Девятый. Десятый. 11 и 12. И еще один ряд, состоящий из 12 столбиков без накида. Находим первый, провязываем первый, маркер перемещаем и опять второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. Здесь уже лучше видны столбики. Девятый, десятый, 11 и 12 столбик. Дальше вставим глазки, у меня безопасные. Отсчитываем первый ряд, второй, третий. И между третьим и четвертым рядом вставляем глаз. И между ними получается 2 столбика. Сначала вот таким образом примеряем, смотрим, нравится или нет. Только после этого закрепляем. Берем вот эту заглушку и с изнаночной стороны закрепляем глаз. Там, где маркер стоит, это у нас нижняя часть змеи. Верхняя часть там, где маркера нет. Приступаем к следующему ряду. Здесь можно понемногу уже мордочку набивать. В следующем ряду мы будем провязывать вместо прибавок убавления. Вяжем последовательность. 1 столбик. Маркер перемещу. Дальше убавка. Убавку я провязываю так. Захватываю следующий столбик, вытягиваю рабочую нить. Дальше заводим крючок за следующий столбик и вытягиваем рабочую нить. На крючке должно получиться 3 петли, и мы их все вместе провязываем. Такую последовательность нам нужно повторить 4 раза. Одну мы уже провязали. Теперь следующий столбик провязываем как обычно. Вот он у нас. Провязали. Дальше опять убавку. Из столбика вытягиваем петлю. Из следующего вытягиваем петлю. На крючке 3 петли, и мы их все вместе провязываем. Дальше опять столбик. И убавка. И завершаем опять столбик.
и убавка. Я провязываю именно такие убавки, они более объемные и с ними меньше получается дырка. Теперь голову нужно набить. Берем синтепон или любой наполнитель, который у вас есть, и начинаю набивать. Пряжа достаточно и так плотная, поэтому сильно набивать не буду, чтобы у нас мордочка была сформирована, не растянулась. И дальше постепенно, пока будем вязать, также набиваем игрушку, не забываем. Все, основное, эта голова у нас завершена. Дальше мы с вами будем вязать уже тело, туловище нашей змейки. Теперь вяжем так. 4 ряда нам нужно провязать по 8 столбиков без накида. У нас сейчас в ряду 8 столбиков. И мы вяжем по кругу. Первый. Перемещаем маркер. Второй столбик. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой. Восьмой. Первый ряд провязали. Дальше еще 3 ряда. Первый столбик, второй. Здесь аккуратно, немного у нас столбиков. То есть здесь можно даже не считать, вяжем до маркера, получается. Если перемещаете сейчас маркер, то можно ориентироваться просто по нему. Провязал уже второй ряд. Приступаю к третьему. 4 ряда по 8 столбиков. И завершающий ряд. Можно немного добавить наполнителя. И смотрите, как у нас здесь получается. Так как мы вяжем по кругу, у нас смещаются столбики сейчас. Нам нужно будет в следующем ряду поменять цвет. А сделаем мы это в середине нижней части змейки. То есть вот у нас верхняя часть. И мы всегда будем делать смену цвета в нижней части. Для этого сейчас провяжу первый столбик желтым цветом, а второй столбик так провязываем, вытягиваем рабочую нить и меняем цвет на белый или на какой вы захотели. Подкладываю новую нить и вытягиваю. Дальше провязываю столбики уже белым цветом. Саму нитку, именно белую, можно спрятать внутрь. Дальше начинаю провязывать белым. При этом желтую нить я не обрезаю. Провязываю первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Провязала 7 столбиков, а 8 столбик так вяжем. Вытягиваем рабочую нить и меняем цвет обратно на желтый. То есть мы ее не обрезали, эту нитку, мы также начинаем ей вязать. Теперь маркер вот этот, в принципе, можно убрать. Ряды здесь и так легко считать. Нам сейчас нужно опять провязать 4 ряда желтым цветом. А в следующий раз смену цвета мы будем делать опять же по середине нижней части нашей змейки. Провязываю сейчас 4 ряда желтым цветом. Провязала 4 ряда, их здесь легко считать. Первый, второй, третий, четвертый. Немного его не довязала, чтобы вам показать. Вот у нас была смена цвета, ее здесь видно. И нам также в этом же месте нужно будет
поменять нить на белый цвет. Поэтому в конце 4-го ряда я опять вытягиваю рабочую нить и меняю на белую. Дальше вяжу ряд белым цветом. А последний столбик белого цвета вяжется следующим образом. Вытягиваем рабочую нить и меняем на желтую. Опять вяжем желтым цветом 4 ряда. И следим, чтобы у нас смена цветов все-таки происходила по нижней вот этой части. И немного набиваем игрушку, но так, чтобы она была подвижная. Дальше опять смотрю, провязала 4 ряда, посчитала, вот они у меня 1, 2, 3, 4. И смотрю, где у нас нижняя часть. Меняю цвет. Таким образом вяжу на нужную длину, то есть здесь длину змеи можете регулировать на свой вкус. Провязала в длину сейчас сама змейка, получается от самого начала 60 сантиметров. Дальше белую нить можно обрезать и оставить прямо внутри змеи. Белая нить нам больше не нужна. Дальше провяжем сужение хвоста. Довязала до конца ряда, вот здесь смотрю, где смена нити была, там и конец ряда получается. Вяжем первый, ставлю на него маркер. И провяжем последовательность. 2 столбика без накида и убавка. Дальше второй. И провязываем убавку. Такую же, как мы с вами вязали до этого. Опять 2 столбика. Первый, второй и убавка. Дальше провяжем 3 ряда по 6 столбиков. Первый ряд готов. Приступаем ко второму. Можно немного доложить наполнителя. И третий ряд. В следующем ряду он у нас будет заключительный. Провяжем 1 столбик и убавку. Столбик, дальше убавка. Опять столбик и убавка. Если есть возможность, немного докладываем наполнитель. И теперь обрезаем нить, оставляя небольшой конец. Вытягиваем. Берем иголку с большим ушком. И теперь за одну из стенок столбика протягиваем нить, которая ближе к лицевой стороне. Затягиваем, после чего подхватываем нить, делаем узел, затягиваем хорошенько. Если у вас другая пряжа, которая сыпется, аккуратно стараемся здесь все делать, чтобы пряжа не рассыпалась раньше времени. И заводим максимально далеко нашу нить. Можно обрезать, можно прям полностью заправить нить в полотне. И вот такая змея у нас с вами получилась.
А если ролик понравился, то не забывайте ставить палец вверх, писать комментарии, ну и подписываться на канал. Всех поздравляю с наступающим и до скорых встреч!